Ну что, NAS-сервер, это NAS от Ugreen. Это Ugreen, NAS-сервер, при этом Ugreen зашли в NAS, скажем так, в производство NAS-серверов очень лихо. У них очень неплохая операционная система и с очень классными конфигурациями. Например, вот этот вот NAS-сервер, это DXP 4800+, в котором возможно установить до 64 терабайта, чуть не сказал терабайта, до 64 гигабайта оперативной памяти DDR5, 2 SSD NVMe для кэша по 8 терабайт, либо не только для кэша, можно даже использовать как хранилище. Мало того, 4 диска ставятся до 112 терабайт. У нас, видите, у нас здесь стоят сейчас вот такие вот Western Enterprise Edition, ну вы на распаковке все увидите. Все очень классно работает, очень быстро. При том, что здесь, на секундочку, 10 гигабит сеть, плюс 2,5 гигабит сеть, плюс у нас есть, знаете, вот та функция, которой нет ни в одном NAS. Во многих NAS вы видели HDMI порты, да? Здесь HDMI 4К, на который можно подключить его к телевизору, к монитору и кастить туда, как на Chromecast. Вообще, я был в шоке. Вы просто берете и на телевизор прям с него выводите какое-то видео. Очень классная функция, я прям кайфанул на самом-то деле. Но очень прикольно сделали. Прикольно в плане того, что они заморочили со своей операционной системой, облегчили ее настолько, что работа с виртуальными машинами просто-напросто это наслаждение. Работа с докером наслаждение, которое здесь есть, и мультимедийная составляющая здесь есть, и мультимедиа-сервер DLNA. Плюс есть музыкальная библиотека, есть торрент-качалки, да, там скажем, можно поднять на докере Torser. Плюс есть видео, свое приложение, плюс даже есть приложение для Android TV, скажем так. То есть вы прямо в телевизор, либо прямо в TV-бокс установили приложение, с которым вы можете смотреть именно свою каталогизированную библиотеку с этого NAS-сервера. Plex через, допустим, тот же самый докер мы поднимали. Отличное решение. Слушайте, вообще сейчас мы с вами перейдем, его распакуем, а потом пойдем посмотрим на составляющие, потестируем. Мне прям очень понравился. Действительно, редкий тот случай, когда производитель, вот Ugreen, да, там мы его покупали в Германии. Вообще Ugreen делает вещи. Вы знаете, давно Ugreen на нашем канале. И вот когда они заходят в такой сегмент и заходят правильно, это радует. Поэтому на канале Технозон вот этот вот NAS, видите, Ugreenчик DXP 4800+. Поехали. Опа! NAS-сервер. Вот такие вот жесткие диски. Вот такие вот M2 SSD-шнички. И поехали распаковывать. Ugreenчик. Вот такой вот коробочки прикольной. Давайте. Под пленой, под пломбой, да. Сейчас вскроем. О, есть. Прям интересно. Вот серьезно вам говорю. То есть там, когда вот есть игроки... О, блин, еще одна коробочка. А в коробочке коробочка, да? А в коробочке коробочка. Есть. Так. Смотрим. Мощный пятиядерный процессор. Докер. Мультивиртуальные машины-хостинги, короче. Есть смарт-фото-альбомы. Домашний кинотеатр. Домашняя мультимедиа. Слушайте, эксклюзивная операционная система, бэкапы, синки, и тут, в принципе, ничего больше. Это у нас NAS-Sync DXP 4800+. Сейчас вскрываем. Блин, одни пломбы. Одни пломбы. Оба! Коробка? Опа! Сейчас раз еще коробка. Нет, тут все проще. Так. Вот коробочка с аксессуарами. Я сразу говорю, вот я буду так, знаешь, так тянуть. Смотри, такой, так, мануалы и гарантия. Видел, какой мануальчик, тут ничего себе. Теперь у нас есть отверточка с креплениями. А это что такое? Это кабель. Это знаешь что? Сейчас будешь удивлена. Это ни много ни мало. Но это у нас термоинтерфейсы на M2 NVMe SSD. Нифига себе, я тебе скажу. На M2 NVMe SSD. Теперь дальше. Блок питания.
Блок питания 150 ватт. 150 ватт? Да, 150 ватт. Ничего себе. Слушай, вообще прям топ. А ну. Убираем коробочку. Нифига себе. Да, весит он немало. Ну, давай. Нифига себе. Вот эта упаковка. Все, только не с той стороны открыли. Нормально. О, смотри, пыльник какой, а? Магнитный. Даст пыльник. Короче, так, смотрите, рассказываю, сразу говорю, смотрите. Вот эта штучка убирается. Раз, у тебя пыльничек. Сзади LAN 2, LAN 1, один из них на 10 гигабит, другой на 2,5. 2 USB 2.0, 3.0 HDMI, ну это для системной информации, для системного мониторинга. Спереди у нас Type-C-шечка. Для SD-карт еще один вот такой вот USB 3, да? Блин, а где ключик у нас? Ключик должен быть где-то. Так, давайте вскрывать эту штучку. Будем смотреть. Вообще-то салазки тут. Это у нас... Опа! Винтики. Хорошо. Отложили. Ключик. Ищем ключик. Что ты? А вот за пачкорд спасибо. 2 пачкорда. Смотри. Один из них КАТ-6Е. Да, по-моему, да. А ну, сейчас смотрим, Да, какой. там есть написано, написано. Категория 7. 7? Да. КАТ-7 югриновский. Ключики. Ключики. Это немаловажный аспект. Без ключиков это вообще очень плохое дело. Блин, нафига такие пакеты качественно ложить, а? Так надо. Хрен разорвешь. Я говорю серьезно. Опа! Смотри. Какая прелесть. Раз, и все. У тебя заперт. Раз, и все. Давай изучать, что у нас дальше. Ключика, кстати, 2. Смотри, как прикольно сделано. Оп. Достал. Подходит для 3,5, для 2,5. Смотри. У нас тут даже, видишь, изменяемая высота. О, смотри, видишь, открыл. Я использую диски. Это мой Western Digital, который я использую постоянно у себя на серверах. Это у нас Enterprise. Это моделька, которая у нас идет от WD20, начинается номера. Но вы должны понимать, что сюда можно использовать только, ну не только, вообще можете использовать любые, но Ugreen компания рекомендует использовать конкретно сертифицированные и проверенные HDD-шки. Ссылка в описании под видео, там есть у нас целый перечень. Теперь, так, там SATA интерфейс. Слушай, хорошо, к этому мы сейчас придем к установке. Где M2 SSD ставится? Сейчас будем... Так, есть, смотри. Смотри, что у нас. У нас тут есть окошечко. Вот я знал прямо, что где-то придется... Но это классно сделано. Допустим, в том же Террамастере нужно снимать кожух. Полностью? Да. Ты что, не помнишь? В Synology там чуть-чуть по-другому. Но в Synology, в Synology с совместимостью там чуть-чуть. У них только свои там идут. Опа! Поняла? Можно расширить память. Смотри. Можно расширить память. Тут изначально стоит у нас... Сейчас посмотрим, что у нас стоит. Samsung. Нифига себе. 8-гигабайтничек. 8 гиг Samsung. Прям топчик. Ладно. M2 NVMe. Я ставлю сразу 2 SSD-шника. Ставлю разношерстные. Буду тестировать. При этом ставлю вот просто такой, знаешь, просто тест. Просто тест. Как и все. Что куда у нас идет. Так, закручиваем. Открутили. Вставили. Опа. Так, есть.
Слушай, помятюшечки чуть-чуть бы добавить бы, да? Но мы потом купим сюда еще дополнительно, вставим сюда дополнительно память. Ладно, с этим понятно. Закрываем. Очень удобно сделали. Вот прям топово сделали. Мне нравится, капец. При том, что там есть магниточка. Закрутили. Смотри, какая прелесть. Смотри, какая прелесть. Теперь дальше. Немаловажный аспект. Убирай. Немаловажный аспект. В Bay как монтируется диск? Открыли, вставили и защелкнули. Что, он все? Защелкнулся, что ли? Да, смотрите. Полностью защелкнулся. Все. Следующий открыли. Вот так вот отодвинули. Нажали, отодвинули. Вставили. Защелкнули. Смотрите, как все фиксируется. Это даже проще, чем у TerraMaster, когда у них там надо делать какую-то штуку. Открыли. Если вам нужно сюда поставить, допустим, 2,5 дюйма, да, вы взяли вот этот вот HD-шку, которую можно прикрутить. Вот, пожалуйста, у вас есть посадочные места. То есть можно будет 2,5 сюда тоже спокойненько замонтировать. Но это вот, не знаю, это мазохизм. Либо SSD-шки нужно, либо большие HD-шки. Мы пока продолжаем с вами ставить вот такие вот HD-шечки, потому что хочу конкретно на них. Хранить так хранить с умом. И потом следующее. Поставили, защелкнули. О, все. И вставили. Все, наш TerraMaster готов. Вот это вот конкретно для крепления вот таких вот, да, HDD-шек к нижней части. Теперь мы прогнали чуть-чуть. Мы чуть-чуть прогнали, потому что, а ну давай, мы термоинтерфейсы не поставили на металл. Так, открываем термоинтерфейсы. Ну, молодцы мы такие. С термоинтерфейсов снимаем пленочку. Конечно же, слушай, термоинтерфейсы, я тебе скажу, их пожевать хочется. Вот серьезно. Не надо. Я тебе говорю серьезно, их хочется жевать. Не надо. По-хорошему, я бы с термоинтерфейсов еще и снял бы, с SSD-шников снял бы вот эту пленку бы. Но, в принципе, и так пока сойдет. Сняли пленку. Жевать он собрался. Ставили. Так. Все, теперь. И на крышку отводим тепло. Это прям топовое, решение. Ждите. О, все. Они как жвачка, я тебе говорю. Они по консистенции, по текстуре как жвачка. Мне больше пудинг. Нет, они прям такие упругие. Это я про термоинтерфейсы. Все. Есть. Ну что, друзья, я готов уже идти, в принципе, его подключать, настраивать и, конечно же, рассматривать дальше. Переходим. Вот так вот выглядит интерфейс. Все привычно, как, допустим, у конкурентов. Есть своя операционная система через веб-интерфейс. И, в принципе, все начинается у нас именно с веб-файнда. То есть, когда вы его подключили, есть такая findunas.com. Все очень просто делается. Пожалуйста, оно его нашло, показало вам IP-адрес, вы зашли на него после инсталляции. Процесс инсталляции простой, легкий, даже не буду рассматривать. Давайте посмотрим, сколько стоит. Стоит на текущий момент почти $600. 12-го поколения Gen 5 Core Intel процессор. Это, кстати, Intel Pentium Gold. Это голды. И поехали. Давайте сразу по картиночкам. Люблю картиночки рассматривать. 10 гигабит плюс 2,5 гигабита до 112 терабайт. Так, 8 гигабайт DDR5, которую можно расширить до 64. Вот видите, кстати, Intel Pentium Gold. Теперь дальше мы видим, что он у нас совместим. Знаете, что самое интересное? Windows, macOS, iOS, Android, это все понятно. У них есть отдельное приложение для Android TV или Google TV. Я вам обязательно это покажу. Sync Backup поддерживает, домашний мультимедиа хаб. Сам он по себе алюминиевый, но мы это смотрели. И здесь они уже нам показывают сравнение моделей. Но это вы сами сможете посмотреть, потому что ссылки в описании под видео. Конечно же, еще подписывайтесь. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ну а здесь более у нас такие интересные моменты. Флеш у нас стоит SSD 128. Это системный диск.
Теперь 2 M2 SSD слота, кстати, по 8 терабайт 2 SSD слота поддерживает, а диски у нас поддерживает, получается, по 24 терабайта. Ну и сеть 1 2,5 гигабайта, 1 2,5 гигабита, 1 10 гигабитная USB Type-A у нас получается 5 гигабитный, кстати, очень интересно. 2 Type-A 480, вот HDMI 4К. Для чего нам нужен HDMI? Сейчас подрубим, посмотрим, аж интересно стало. А для чего здесь может быть HDMI? Слушай, Лен, давай так, иди сюда, ты нам нужна. Во-первых, я вам еще ссылку размещу на совместимые диски, это 100% проверено, хотя все идут. Сейчас мы подрубаемся к HDMI. Там сзади, на нас сервере, есть HDMI. Воткни, пожалуйста, его. Очень интересно, чего же они там в HDMI-то сделали. Вот прям сейчас, смотрите, у вас сейчас будет наш... Кстати, мы используем карту захвата Ugreen. Карту захвата Ugreen, а ну втыкай. И что нам это дало? Для чего нам HDMI 4К? Все, понятно, все. Вытыкай, это в принципе-то... Подожди. Прям интересно. Подожди, кастинг метод. Я вообще в шоке. Он поддерживает прямое подключение Ugreen NAS через HDMI. Теперь открываем Ugreen NAS App, находим видео, которое хотим стримить, нажимаем button стримить и выбираем HDMI Playback from the list. Слушайте, интересно. У меня такого не было. Я такой функционал вижу вообще первый раз, чтобы вот такое было. Сейчас попробуем записать здесь. Давай записывать экранчик. Так, мультимедиа файлы и микрофон. И поехали. Сейчас Ugreen NAS. Так, включился. Ugreen NAS. Где он там у нас? Я его устанавливал. Кстати, ссылку на приложение закину. Поехали. Вот очень интересно. Очень интересно. Так, что они тут пишут? Найдите видео, которое вы хотите стримить. Это видео в самом NAS, что ли? Видеоцентр. Окей. Нажимаем на видео. Ага, и нажимаем стримить. HDMI Play. Да ладно, слушайте, сейчас. Вот видите, там видео играется. HDMI Play нажимаем. Да твою налево. Нас можно подрубать к телеку. Я в шоке. Смотри. Прелесть! Смотри, какая прелесть. Но я вам скажу, я такое первый раз вижу. Вот совсем первый раз вижу. Давайте выходим из окна. И вот если уж сразу мы в приложении, давайте сразу покажу, что есть приложение. А у нас там продолжает воспроизводиться, чего нам в принципе не надо. Ага. Все, оно вышло. Так, можно отключать HDMI, Леночка, давай нам HDMI обратно. Я первый раз вижу такой функционал в NAS серверах. Первый раз вижу в NAS серверах функционал. Не знал, что такое может быть. Все, NAS мы возвращаем, потому что мы должны будем с вами еще мультимедиа проверить с Android TV. Так, смотрим. Здесь у нас есть сразу мониторинг. Это для того, чтобы... Давайте вернем, включим с вами интерфейс, так как у нас это технический обзор, очень много разных действий, и Лена тут постоянно у нас ассистирует. У нас здесь есть и файл менеджер, и контрольная панель, storage менеджер. Мы полностью можем управлять NAS с мобильного устройства. Это очень удобно. App-центр есть, то есть мы можем инсталлировать различные приложения. Все сейчас будем смотреть ближе. Есть управление фото сохраненными, и при этом еще, что самое интересное, есть классная тема. Вот, кстати, смотрите, в чем фишка. По фото. Когда мы заходим в фото, у нас есть тулсы, мы можем шерить, фото-бэкап делать, например, с моего смартфона, да. То есть у нас есть смартфон, и мы можем включить фото-бэкап, и он будет бэкапить, по сути, наши все фотографии, либо же фотографии и видео из папки DCIM. То есть мы можем бэкапить просто-напросто прямо со смартфона. Вы пришли в зону действия вашей сети, там, грубо говоря, подключить, он раз, слил все фотки на бэкап. Отлично. У нас есть видеоцентр, как вы уже поняли, NetDisk Tool, потом DLNA сервер. DLNA сервер здесь просто управление, не просмотр. И, в принципе, состояние. Что мы здесь можем с вами делать, это мы уже поняли. Просто управление. Например, в файл-менеджере, давайте посмотрим, что мы тут можем. Мы видим полное управление. Слушайте, прикольно. Зайдем в папочку и можем сюда заливать свои файлы, грубо говоря, музыку, документы, видео.
Да, по приложению все супер. С приложением вообще вопросов нет, но давайте смотреть на сам интерфейс. Что само собой представляет сам по себе веб-интерфейс? Это их собственная ось, которую они сами разрабатывали, ну, само собой, на ядре чего-то. И поехали сразу в веб-центр, посмотрим, что у нас за приложения доступны из маркета. Что они вообще сделали? Они сделали очень интересную вещь. Они построили все на докере, по факту практически все. И есть у нас, смотрите, Jellyfin — это мультимедиа-сервер. Мультимедиа-сервер полноценный, все хорошо, классно. Те, кто знает, что такое Jellyfin, супер топовая вещь. Потом есть Cyan, это у нас менеджмент, есть музыкальное приложение, которое у нас позволяет создавать библиотеки, различные альбомы. Меня музыка не сильно на NAS волнует. Есть у нас NetDisk Tools, есть фото. В принципе, смотрите, давайте сразу будем по различным моментам идти. NetDisk Tool. Мы можем с вами подключать сюда Microsoft OneDrive. Расширяется функционал, сюда добавят еще некоторые моменты в конечном итоге, то есть будет расширяться только у нас добавление, кроме Microsoft OneDrive, какие-то свои дополнительные фишки, облака. Ну, теперь представьте, даже OneDrive. Вы подключились, у вас нормальное облако OneDrive, вы можете его синхронизировать с вашим NAS и управлять еще отдельно. Теперь по фото. Фото — классная тема. Как, в принципе, на всех NAS есть приложение, которое само разбивает по локациям, по альбомам, по людям. То есть у меня здесь, здесь пока один человек — это я. В принципе, видео он может делать, но это все фигня. Дело в том, что здесь мы с вами можем сделать свою модель искусственного интеллекта и обучить. То есть вы выбираете, когда, вот смотрите, мы можем импортировать модель, а можем сделать новую, допустим, тренировать. Распознание лиц, допустим, выбираем 5 лет, распознание текста, распознание дубликатов, сцен, животных, автоматическое распознание, допустим, сенсивного контента, это какого-то спорного контента, либо чувствительного, да, там, распознание картинок. И вот это все очень круто. То есть вы здесь не так, как, допустим, там, если я смотрел в ТОСах, да, в ТОС операционной системе, там тебе уже готовые модели, ты здесь под себя можешь натренировать модель. Теперь Sync and Backup. Такая штука, которая позволяет нам синхронизировать, то есть мы можем создавать задачи синхронизации, можем использовать синхронизировать с другого сервера, можем на другой сервер, можем бэкапить и ресторить просто вот обыкновенные, скажем так, смотрите, на AirSync. Можем бэкапить AirSync сервера, можем бэкапить этот сервер полностью, при этом можем бэкапить на внешние хранилища, на внешние сервера. Достаточно интересная, простая штука. Видеоцентр. Видеоцентр — это мультимедийное приложение, которое взаимодействует с приложением на Android TV. Кроме того, что здесь есть DLNA мультимедиа сервер, отдельный, который индексирует там папки и все остальное, то здесь есть еще отдельная штука, которая позволяет нам через приложение проигрывать это все дело. Это тоже мы сейчас вам покажем. BitTorrent, QBitTorrent, но я вам скажу так. QBitTorrent здесь есть, он реализован через... Давайте я войду. Здесь полноценный QBitTorrent. Вот, пожалуйста, у меня здесь есть кое-какие файлики, но QBitTorrent вам сам по себе не нужен. Вам нужно приложение Downloads, которое у меня вот здесь загружено, в которое вы добавляете, он сам в QBitTorrent закидывает с определенными настройками, и само оно все работает. Пожалуйста, оно сейчас седирует, это как интерфейс управления, вам даже в QBitTorrent заходить не надо. То есть как это сделано? То есть в докере установлен QBitTorrent, а на уровне системы обращается к докеру, к этим самым пакетам, установленным в самом докере, и управляет ими. Это очень удобно, при том, что докер — это одно из самых интересных решений. Также есть контрольная панель, к которой мы перейдем чуть попозже. DLNA, стандартный DLNA. Смотрите, мы добавляем папку с фильмами, нажимаем DLNA сервер и все. А теперь смотрите по поводу DLNA. Давайте я включаю свой TV-бокс и поехали. Смотрите, как это работает. Например, мы с вами сейчас на TV-бокс, это Xiaomi Mi Box, мы заходим, пускай в Vimo Media Player, неважно. И у нас в опции, допустим, в сети, мы видим, что у нас есть DXP 4800+. То есть, по сути, это мультимедиа. Вот он, пожалуйста, мы можем с вами с него что-то воспроизводить. Давайте, я туда закачал все, что было со своего диска в сам NAS сервер. И можем с него воспроизводить фильмы любого качества, либо... Вот, пожалуйста, у нас пошел 4К. Любого битрейта с такой-то сетью, декодирует он на аппаратном уровне, при этом отлично декодирует.
И это еще не все. Допустим, смотрите, у нас есть же еще приложение Android TV. Давайте я сейчас включу. У меня на Rocktech Android TV подключен. Сейчас мы Rocktech подключим. Сейчас я вам покажу. Смотрите, у меня это другой ТВ-бокс. Здесь вот установлено NAS приложение. Я тоже на нем смотрел фильмы. Ну вот сейчас он коннектится с NAS. Пожалуйста, он его нашел. Но так как я менял адреса, то открываем наш NAS приложение. И просто-напросто сканируем QR-код. Все, нажимаем логин на ТВ. И на ТВ у нас подсоединен наш NAS-сервер. Пожалуйста, смотрите, можем продолжить смотреть. Вот здесь у нас в видеоцентре все мои видео, которые есть там. То есть есть в самом... Ой, я выключил. Есть в самом NAS-сервере. Можем выбрать какой-то фильм. Вот, давайте, Sony Pictures, давайте включим. Это 4К ролик, очень высокобитрейтный. Ждем, пока загрузится. Все достаточно быстро, пожалуйста, воспроизводит. То есть при этом еще и в HDR, да, этот ролик HDR, он показывает Sony HDR, все, он показывает контент HDR. То есть суперово сделали, мультимедиа поддержка полная по факту. Сделано и все понятно, как и в принципе с медиа сториджем, да, с видеоцентром. У нас есть, допустим, тот же самый докер. В докере можно делать все. В докере можно делать все. Объясняю. Есть у нас различные образы, которые позволяют запускать виртуальные, скажем так, как же простым языком сказать, виртуальные слепки каких-то операционных систем, в общем-то, на каком-либо ядре. В моем случае сейчас поднят OpenSpeed Test сервер. Вы сейчас видите, например, мы тестируем, ну, с учетом того, что мы тестируем на внешнюю сетевую карту. Где моя внешняя сетевая карта? 10-гигабитная. Ага, вот. Видите, то, конечно же, там чистые 10 гигабит получить достаточно трудно. Но, по крайней мере, мы видим, что порт честный 10 гигабит, тут вообще вопросов нет. Также у меня здесь установлен Transmission на Linux сервере, да, у меня установлен OpenSpeed Test. И, допустим, тот же самый Firefox, Home Assistant, все это установлено на докере. Докер — это классная штука, советую поизучать. К тому же вы здесь можете поднять, например, ну, давайте я сейчас скажу, Matrix, для тех, кто знает, для мультимедиа, для ваших ТВ-боксов. Также у нас есть стандартный download, который, как я вам уже говорил, как качалка работает. Очень классная тема, совместно с Qubit Torrent. Файл-менеджер стандартный, где вы можете создавать, там, допустим, персонализированные, расшаренные фолдеры, юзер-фолдеры. Но здесь есть одна функция, которая меня вообще заинтересовала. Вы, например, можете папку зашарить наружу. Видите, допустим, внешний пользователь, задать время, сколько времени он будет шариться, задать пин, паспорт, и просто-напросто вот у нас есть ссылка, где пользователь в любой стране мира может ввести и скачать файлы, которые нужны. То есть он законнектился, вот у него папка Movies, и он может отсюда все это дело скачать или получить к ним доступ. Это просто невероятно круто. То есть у меня в TOS операционной системе такой опции не было. То есть нам необходимо было что-то придумывать. Также у нас здесь есть Firefox. Ну, для тех, кто не знает, Firefox — это браузер на open source. И здесь он поддерживается в отдельном, скажем так, веб-интерфейсе, отдельный веб-браузер. То есть такая себе получается, знаете, браузер внутри сервера для того, чтобы быть приватным. Ну, как-то так. Не приватным, а в более безопасной среде. Домашний ассистент. Вот это вообще тема. Вы можете создать умный дом. Назвать его, например, там, давайте, Технозон. Зададим ему какой-то там безопасный пароль. Тут Google менеджер паролей. Давайте использовать надежный пароль. И создадим учетную запись. Например, тут Амстердам. Хорошо, местоположение дома, страна там Австралия. Мне вообще все равно. Я задал, все, базовая аналитика, информация пользователя. Давайте, все помогаем вам, ребята. И вот здесь вот классно, прикольно. Они нашли сразу же совместимые устройства. Они нашли Network UPS Tools, они нашли Android TV Remote, они нашли Google Cast и уже подключили их в дом. Он совместим с Google домом, он совместим, сейчас я вам покажу, смотрите. Он совместим с Zigbee, с различными умными домами. Если вам интересно, какой умный дом он поддерживает, то, пожалуйста, это по сути у нас Home Assistant открытый. Вот он, Home Assistant.
где вы можете создавать, допустим, различные устройства, иметь различные сценарии и взаимодействовать, например, с устройствами умного дома, розетки, камеры и все остальное. То есть здесь есть Cloud для Open Home Assistant. Очень классная тема, действительно классная тема. Вот такое тоже я встречаю нечасто. Также у нас есть онлайн-документ, где вы можете тут заниматься какими-то, ну, стандартные для всех нас онлайн-документы, например, тот же самый текст-эдитор для того, чтобы редактировать там текстовые файлы, да, то есть, ну, есть такое, встроили. Виртуальные машины, допустим, смотрите, у нас виртуальные машины поддерживают виртуальные среды, например, допустим, Linux, Windows, другие операционные системы, то есть вы можете здесь поднимать, скажем так, свои какие-то сервера, веб-сервер можете поднять, вот за счет чего? Здесь нет выделенного веб-сервера. Здесь вам предоставляется поле кастомизации того, что вы можете поднять виртуальную среду и на Windows какой-то, или на Linux, или на Unix, на чем угодно можете поднять свой веб-сервак, то есть изначально вам дается, скажем так, облегченная версия, которая не нагружена какими-то недоработанными веб-серверами и тому подобное. То есть здесь вы не найдете Plex, потому что Plex я поднял в том же самом докере. У меня стоит сейчас Plex Media Server, если я его не снес, я вчера так, OpenSpeed Test, Transmission, All-List, Firefox, нет, я Plex уже снес, короче. С чем я себя и поздравляю, но Plex Media Server я тоже могу, смотрите, я могу зайти в Image Database и ввести Plex. Давайте, Plex Media, Linux Plex, пожалуйста. Заходим и видим, что есть на Linux Plex, который мы можем, в принципе, с вами инсталльнуть сюда. Вот он, Linux Plex, загрузить. Давайте, конфермим. А вот он, Linux Plex, включить его, а он у меня установлен был, блин. И уже здесь, видите, мы попали с вами в настройку Plex. Пожалуйста, подняли свой Plex сервер, пользуйтесь. Нас дает обалденное поле кастомизации, обалденное поле действий. При этом вот этого в веб-центре набора приложений более чем достаточно для того, чтобы что-то сделать. Именно поднять любой вид того, что вам захочется. VPN-серверы, пожалуйста, через докер поднимайте. Дальше, что мы с вами еще имеем? Давайте пойдем с вами в настроечки. У нас есть Storage Manager. У меня здесь сейчас стоит 4 хард-драйва по 2 терабайта Enterprise Edition, как я вам говорил, и 2 SSD-шника по 128 у нас стоит вообще, мы ставили по 120, сейчас поставили по 512, один на терабайт, другой 512, сделали из них кэш для пула, мы создали пул, и при этом мы здесь можем с вами создавать пулы с рейдом. Смотрите, у нас, если пойти посмотреть поддерживаемые рейды, у нас GBOD Basic 0, 1, 5, 6, 10. То есть все эти рейды он поддерживает, можете создавать пулы, можете создавать диски, можете экстерно storage использовать для бэкапов. То есть достаточно интересный storage менеджер. А в контрольной панели у нас есть user management, где мы можем создавать различных пользователей. Есть файл-сервер, само собой сервисы Samba есть, FTP, NFC, AirSync, WebDAV, Advanced Settings. При том, что у нас Samba сервер, ну вот сейчас у меня подключен комп отдельный на 2,5, на 2,5 гигабит. Давайте я сейчас возьму. Вот, пожалуйста, у меня Samba диск подключенный на 2,5 гигабита. Ну это маленький какой-то файл, подожди, сейчас большой какой-то терабайтничек передадим. Он будет передавать на максимальной скорости, которую могут поддержать ваши диски. То есть на текущий момент, вот, пожалуйста, 229 была пиковая у нас скорость. А 229 это почти 2,5 гигабита. 229 мегабайт, ну 2 гигабита, допустим, да, берем. Также у нас есть FTP, NFC сервисы, серверы AirSync, WebDAV, Bonjour сервис есть, да, ладно, слушайте. По Remote Access вы можете получить удаленный доступ через фирменный сервер Ugreen Remote Access. Пожалуйста, вы можете зайти, и то же самое управление в любой точке мира вашим NAS вам гарантировано. Также есть поддержка DDNS, и у нас есть, видите, можно настроить портал, но это чисто изменить, даже свой порт можете поставить. Кстати, не часто дают менять свой порт портала. Поддержка домен LDAP, терминал есть, конечно же, и Telnet, и SSH, блин, выговорить бы это все нормально, уже язык
управление охлаждением, управление оповещением, LED-индикаторами, Power Management. Короче, слушайте, у нас здесь есть все. По языкам на текущий момент поддерживается английский, немецкий, китайский и корейский. Есть управление Network Connection. Слушайте, дофига классных вещей. У нас есть, видите, сервис индексирования и, конечно же, апдейты. Апдейты мне уже прилетали, кстати. Очень интересный у нас сервер. Я, вот честно, один из самых интересных, которые я использовал, потому что он не перегружен сторонними сервисами, не перегружен сторонними, скажем так, моментами. Смотрите, по памяти мне даже 8, ну вот у нас есть мониторинг, да, 28 градусов температура CPU, 35, то есть там абсолютно нормальная температура. При том, что я ни разу его не смог загрузить, даже когда там использовал докер, я там нагрузил и Plex пробовал, и Matrix пробовал, гонял, и там еще виртуальную машину поднимал, и, короче, у меня в конечном итоге я не смог его нормально загрузить по процу. Памяти можно добавлять до 64 гигабайт. Конечно, если вы с виртуалками балуетесь, то памяти 64 нормально будет. Ребят, готов пройти и уже прорезюмировать данный нас сервер. В общем, в качестве выводов скажу, нас получился крутой. Некоторые блогеры называют его для начинающих, я не согласен, это нас для профессионалов, потому что то, что можно реализовать здесь, это просто-напросто классно. Вы можете реализовать практически все, любые VPN-сервера, любые там моменты подъема виртуальных сред, отлично. Плюс мультимедиа. Плюс домашнее хранение, плюс приложение, плюс управление из любой точки мира, плюс поделиться в любую точку мира файлом прямо с нас сервера. Неплохо, очень неплохо, следим за развитием, мы советуем, рекомендуем, ссылки в описании под видео. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.